Всем привет, друзья! Сегодня будет ролик о том, как развалился этот красивый торт в процессе перевозки. Это произошло у нас впервые, и мы считаем, что просто обязаны поделиться с вами нашим неудачным опытом и рассказать причину провала. Возможно, просмотр этого видео сможет уберечь многих от стресса, который пришлось испытать нам после увиденного развалившегося торта. Мы будем показывать каждый процесс работы с тортом и подробно комментировать наши действия. Так что смотрите видео до конца и узнаете много полезной информации. Готовый вес данного торта 8,5 кг. Диаметр ярусов шагом 4 см. Это 20, 16 и 12 см. Высота всего торта 45 см. В начинке у нас морковный бисквит с шоколадным ганашем и кремом чиз на сливках. В ярусных тортах нужно обязательно использовать только отработанные вами стабильные начинки. Бисквиты мы испекли заранее. После выпечки прошло около 8 часов. Все это время они лежали в холодильнике, обкрученной пищевой пленкой. И сейчас их нужно будет разрезать так, чтобы каждый слой был примерно одинаковой толщины. Для этого мы используем нож-пилку. Каждый ярус состоит из 4 слоев бисквита. Собирать торт нужно обязательно за 7-12 часов до выравнивания. Это нужно для того, чтобы бисквит пропитался и все слои хорошо склеились между собой. На каждый бисквит нужно наносить примерно одинаковое количество крема. В конце сборки обтягиваем торт ацетатной пленкой, закрепляем кольцом и убираем в холодильник примерно на 7-12 часов. Кольцо не следует сильно зажимать, а лишь немного затянуть, чтобы пленка плотно прилегала к поверхности. Также мы собрали все последующие ярусы. Сейчас будем подготавливать все, что понадобится для опорной конструкции. Первоначально подготавливаем подложку. Мы скрепили 3 ламинированные подложки из ДВП толщиной 3,5 мм при помощи двухстороннего скотча. Получается, толщина готовой подложки вышла около сантиметра. По центру нам нужно сделать отверстие, равное толщине центральной оси, для того, чтобы ось плотно вошла в него. Мы наметили центр подложки карандашом, и теперь при помощи шуруповерта и сверла нужного диаметра делаем отверстие. Отверстие должно быть строго по центру, иначе после сборки торт будет смотреться криво. Удобнее всего приобретать либо заказывать подложки уже с отверстием по центру. Затем поверхность обязательно обрабатываем спиртом. В ярусном торте обязательно должна быть центральная ось. Она нужна для того, чтобы ярусы не съехали один с одного при транспортировке, а стояли цельной конструкцией. Такую ось можно купить в строительном либо в кондитерском магазине. Используем толщину 1 см. Теперь нужно отмерить высоту всех ярусов тортов и отрезать ось на 7 см меньше всей конструкции. То есть, если суммарная высота всех 3 тортиков у нас 41 см, значит ось отрезаем 34 см. Это нужно для того, чтобы в процессе сборки последнего яруса ось не вышла за его пределы. Перепроверяем, чтобы ось плотно входила в подложку. Также понадобятся опорные деревянные палочки, их можно приобрести в кондитерском магазине. Удобнее всего использовать вот такие коктейльные трубочки, с ними легко работать, так как очень просто регулировать высоту трубочки при помощи ножниц. Но если у вас торт от 10 кг, то на нижний ярус все же надежнее будет использовать деревянные палочки. А также обязательным элементом будет использование плотных подложек между ярусами, в которые и будут упираться опорные палочки. У нас подложки из фанеры толщиной 3,2 мм. Каждая подложка соответствует диаметру яруса, который будет на нее устанавливаться. Такие подложки с отверстием продаются в кондитерских магазинах. Мы же их заказываем у мастеров по дереву сразу в большом объеме. После сборки тортика прошла ночь, и теперь приступаем к приготовлению крема для выравнивания и сборки всей конструкции. Используем крем-чиз с шоколадом. Такой крем мы уже готовили на нашем канале. Ссылка на процесс приготовления и рецепт будет в описании под данным видео.
Достаем из холодильника нижний ярус. Для начала нам нужно найти его центр. Это очень важно. В дальнейшем все ярусы должны размещаться ровно друг под другом. Для этого используем линейку. Намечаем центр и еще раз проверяем расстояние. Нужно убедиться, чтобы оно было одинаково со всех сторон. После того, как нашли центр торта, вставляем в середину ось. На основную подложку наносим немного крема для выравнивания и переставляем торт так, чтобы ось была строго по центру отверстия в подложке. Так как выровнять торт с осью не совсем удобно, мы ее достаем и спокойно выравниваем тортик. Сразу наносим черновой тонкий слой крема для того, чтобы собрать все крошки. Убираем ярус в холодильник для охлаждения. Второй и третий ярус устанавливаем на подложке, соответствующие диаметру данного яруса, и начинаем выравнивать торт уже с ними. После охлаждения наносим второй, уже более толстый слой крема и уже тщательно выравниваем торт. Подробный процесс выравнивания торта есть у нас на канале, ссылку оставим в описании под данным видео. Перед тем, как ставить ярус один на один, нужно еще раз охладить выровненные ярусы. Лучше, чтобы они постояли в холодильнике еще около часа. Так финишный крем хорошо застынет и процесс сборки облегчится. Итак, ярусы хорошо охладились. Сейчас нужно опять вставить ось. Вы, наверное, сейчас думаете, зачем мы делаем двойную работу. Вставляли ось, достали и опять вставляем ее. А все потому, что четко намерить центр торта и попасть в отверстие в подложке уже после выравнивания яруса будет проблематично. Поэтому мы делали это еще до того, как торт устанавливали на основную подложку. Теперь нужно вставить опоры. Они нужны для того, чтобы весь вес торта приходился не на нижний ярус, а на опоры, которые будут упираться в подложку последующего яруса. Высота опоры должна быть равной высоте яруса. Вставляем опору. И если вы видите, что опора получилась выше, чем торт, достаньте ее и укоротите. Но ни в коем случае не оставляйте так как это может вызвать смещение центра тяжести и перекос самого торта. Лучше пускай она будет на 1-2 мм ниже. Теперь берем средний ярус, аккуратно снимаем его ножом. Деревянная подложка, конечно же, остается внутри. Насаживаем ярус на ось, промазываем стык двух тортиков кремом и аккуратно опускаем ярус. И тут ошибка номер один. Мы невнимательно отмерили высоту оси и сделали ее короче, чем она должна была быть. В итоге нам пришлось доставать эту ось и менять на более длинную. А когда вставляли новую, в итоге не попали в центр нижней подложки и не заметили этого. Теперь устанавливаем последний ярус. Также обязательно используем опоры и между стыком ярусов промазываем кремом для лучшего сцепления ярусов между собой. Теперь аккуратно мастихином разглаживаем все неровности. А сейчас расскажем о второй ошибке. Мы всегда до этого случая для ярусных тортов использовали только подложки из пеноплекса. А тут, глядя на других мастеров, решили использовать такую, думая, что ось крепко входит в отверстие и эффект будет тот же. Но при использовании такой подложки ты не чувствуешь, вошла ли в отверстие ось или нет, плотно ли она закрепилась. Вот в этом и была главная ошибка. Ось не вошла в отверстие и получается торт никак не был закреплен. А при транспортировке все ярусы поехали на бок.
При использовании подложки из пеноплекса ты всегда чувствуешь, как в нее входит ось, и уверен в плотности ее закрепления. С ней прекрасно доезжали на дальние расстояния торты и по 20 кг, поэтому мы остаемся верными данному типу подложек для ярусных тортов. А то, как сделать своими руками правильную подложку из пеноплекса для тяжелого торта, уже есть на нашем канале. Ссылку мы, конечно же, оставим в описании под данным видео. Украсили торт мы цветами, которые обязательно моем и изолируем от крема при помощи глазури. Перед транспортировкой торт обязательно нужно охладить в течение нескольких часов. Перевозим торт до места торжества в багажнике при включенном кондиционере. Вот такой красавчик получился, который, к сожалению, не доехал до места торжества. Нам не удалось сделать фото развалившегося торта, так как мы сразу принялись за исправление ситуации. Но выглядело это примерно так. Мы постарались максимально подробно описать причины этого и надеемся, наше видео поможет вам избежать неудач. А вы можете делиться своим опытом в комментариях. Это будет полезно как нам, так и другим зрителям нашего канала. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. До новых встреч, пока-пока!